Правительство России планирует до конца этого года полностью согласовать и утвердить новую стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года. 3 сентября об этом сообщил замминистра экономразвития России Илья Торосов, выступавший на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. По словам чиновника, стратегия направлена на поддержание темпов развития российской экономики выше средних по миру. Это прежде всего для России и в рамках наших национальных интересов. Для того, чтобы экономика страны росла устойчиво, с высоким темпом роста, выше среднемировых. И несмотря на изменения конъюнктуры, в том числе и с платежным балансом, экспортом, изменением энергобаланса мирового и, в частности, российского, цитата ПАТАС, уголь вытесняет зеленые финансы. Проект новой стратегии социально-экономического развития России разработан с 4 различными сценариями, в которых заложены основные параметры развития экономики и планируемые инвестиции. Сценарии отличаются по ряду ключевых позиций, скорости декарбонизации, особенностям энергоперехода и затратам, требуемым на их реализацию. Ключевым положением новой стратегии развития страны выступает резкое повышение доли атомной энергетики на российском рынке энергоносителей с 20% до 37% и одновременное радикальное сокращение потребления угля с текущих 13% до 5%. Проще говоря, в экономике России планируется энергетическая революция. Ибо почти трехкратное снижение потребления угля в совокупности с почти двукратным ростом энергии атома в рамках столь крупной страны, как Россия, потребует просто гигантских инвестиций. Причина столь резкого отказа с угля, который, как известно, в России весьма успешно добывается и оттого крайне дешев, очевидно, зеленые финансы. Климатически нейтральный ЕС и его новые налоги. В середине июля 2021 года Евросоюз представил широкой общественности, вероятно, наиболее амбициозную стратегию борьбы с изменениями климата в мире. Согласно планам Брюсселя, в ближайшие годы предполагается кардинальное снижение парниковых выбросов, более чем на 50% к 2030 году в сравнении с уровнем 1990. В результате к 2050 году Европа должна стать первым в мире климатически нейтральным регионом. Зеленая трансформация затронет абсолютно все сектора экономики ЕС. Более того, в целях пресечения попыток обойти новое законодательство путем импорта продукции с высоким углеродным следом, то есть все равно вредящее окружающей среде, ЕС ввел систему специальных сертификатов. Компаниям, собирающимся импортировать углеродоемкие товары на территорию Союза, придется покупать и обменивать их на право ввоза углеродоемкой продукции. Таким образом, по сути, и будет взиматься европейский налог на выбросы СО2, и способ обойти его существует лишь один – снижение углеродного следа продукции. Экспорт России в ЕС и новые издержки в структуре внешней торговли России – за период с января по декабрь 2020 года на страны ЕС пришлось 38,5% российского товарооборота. За первые 4 месяца 2021 Россия стала третьим по величине после Китая и США экспортным партнером ЕС, поставив в него продукции на 42,5 миллиарда евро, что на 12,5% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Учитывая подобное положение вещей, введенный ЕС углеродный налог крайне негативно скажется на издержках российских компаний, продающих свою продукцию на территорию ЕС. Согласно подсчетам авторитетной бостонской консалтинговой группы БКГ, новый трансграничный углеродный сбор, введенный Брюсселем, будет стоить импортерам российской продукции в ЕС около $5 миллиардов в год. Расчеты другой компании с мировым именем, аудитора КПМГ, демонстрируют, что оптимистический вариант развития событий предусматривает рост суммарных издержек в период за 2026-2035 годы на сумму от 18,4 до 40,5 миллиардов долларов. То есть даже в самом лучшем случае дополнительные затраты составят как минимум от 2 до 4 миллиарда евро ежегодно. По данным Минэкономразвития, повышение издержек прежде всего скажется на поставках из РФ металла, алюминия и стали, электроэнергии, цемента, удобрений и труб. Ситуация для большинства российских производителей не просто сложная, катастрофическая.
Оправдать столь высокий одномоментный рост затрат на импорт продукции в ЕС собственными силами, без кардинальных инфраструктурных изменений в российской экономике, им будет попросту невозможно. Атом как предчувствие наиболее эффективным инфраструктурным решением, которое позволит российским компаниям сократить издержки, может стать радикальное снижение углеродного следа в области электроэнергетики. Чем ниже парниковые выбросы от выработки электричества, тем меньше общий углеродный след выпускаемой продукции, в особенности в такой энергоемкой отрасли, как металлургия. Учитывая сжатые сроки, налог начнет взиматься менее чем через 5 лет. И тот факт, что Россия является одним из мировых лидеров в области атомной энергетики, выход напрашивается сам собой. Максимальное увеличение доли куда более зеленой в плане выбросов СО2 атомной энергетики на российском энергорынке позволит резко снизить углеродный след отечественной продукции и, как следствие, сократить издержки российских компаний. По-видимому, в структурах экономических министерствах РФ это понимают предельно четко. В результате в утвержденном правительством России в июле списке 42-х новых инициатив социально-экономического развития страны появилась новая атомная энергетика. А уже в середине августа изданию «Коммерсант» стало известно о планах Кабмина выделить около 80 миллиардов рублей на финансирование программы по развитию АЭС, проводимой госкорпорацией «Росатом». Первые маломощные АЭС будут строиться в России, а в дальнейшем Росатом планирует занять около 1/5 мирового рынка. Другим странам ведь тоже придется подстраиваться под нормы ЕС, так что спрос на углеродно-нейтральную атомную энергетику будет только расти. «Вчера было рано, а завтра будет поздно» цитата В.И. Ленина как нельзя кстати описывает ситуацию с энергетической революцией в России. Безусловно, основным толчком к ее проведению в России стали действия ЕС. Безусловно, они могут быть политизированы, ведь Брюссель не может не знать, что 2 из 3 его крупнейших экспортных партнеров, Россия и Китай, первыми пострадают от действия нового сбора. Тем не менее, Россия все же проявляет необычайно быструю реакцию, менее чем за 2 месяца, разработав мероприятия, направленные на осуществление энергетического перехода. Крупные инфраструктурные проекты, в частности, планируемое строительство новых АЭС, не только позволят снизить издержки для российских компаний, экспортирующих в ЕС, но и обеспечить устойчивое развитие и органичный зеленый переход на территории нашей страны.